Всем привет! Расскажу вам одну историю. Она произошла 3 года назад. Да, это был конец 2017 года, незадолго до того, как мы уехали в Китай. Сидим мы, значит, у себя дома, на кухне, думаем, что делать со всей своей работой. Вот. И Вика мне говорит, сейчас проходит, значит, в Париже выставка Dior, и там вот все. Это вот один раз вообще за всю жизнь такое бывает. Ну, типа, вот все, что она сказала. Я, так скажем, намек понял. Конечно, наверное, Вика расскажет свою версию этой истории. Но суть в том, что любители путешествий намекнули на то, что можно куда-то поехать. И, конечно же, мы загорелись тем, чтобы поехать в Париж. Но вот, так скажем, цель была сделать это путешествие максимально бюджетным, поэтому мы рассматривали, то есть как бы было несколько вариантов, как добраться нам из Питера в Париж. Собственно, непосредственно прямой рейс из Петербурга в Париж, но мы его сразу отмели, потому что это было, ну, так скажем, довольно дорого для нас в тот момент. И потом было еще два варианта. Был вариант доехать до Хельсинки, и из Хельсинки уже в Париж лететь, Norwegian Air, вот. И был вариант немножко другой. Заключался он в том, чтобы поехать в Хельсинки, из Хельсинки добраться до Турку, из Турку полететь в Гданьск, из Гданьска в Варшаву поехать на автобусе, из Варшавы добраться до Парижа, и таким же образом вернуться обратно. И самое интересное, что вот второй вариант, да, из Хельсинки в Париж, и вот третий вариант со всей вот этой вот многоходовочкой, они были финансово фактически идентичны. Не только что касается перелетов, да, то есть как бы в третьем варианте мы, получается, тем самым и время поездки растягивали, да, нужно было где-то останавливаться, нужно было там питаться и так далее, но так или иначе этот вариант фактически по деньгам получался такой же, как лететь из Хельсинки в Париж. Но, естественно, да, чтобы посмотреть новые места, мы выбрали вариант номер 3, вот, и поэтому мы открыли для себя, так скажем, совершенно новую для нас на тот момент страну Польшу, чему мы были, честно говоря, несказанно рады в итоге. То есть, так скажем, от Польши мы не ожидали фактически ничего. То есть, ну, чисто даже про себя могу сказать, ну, далеко не первая страна была в списке тех, которые хотелось бы посетить. Ну, это поскольку, как бы, особо, может быть, от этого, что мы ничего не ожидали, может быть, просто от самой страны мы получили какое-то очень такое большое, приятное впечатление от нее, абсолютно влюбились в город Гданьск. Ну, вот мы сегодня с вами проедем именно вот частью вот этого нашего маршрута, а именно мы посмотрим Финляндию и Польшу. Сразу скажу, что это как бы у нас не было цели какой-то, да, там, заснять максимально каких-то мест интересных. Мы просто гуляли, как вот мы гуляем обычно, в город приехали, что-то там успели заснять, что-то просто прошлись. Вот, то есть, как бы, здесь, может быть, мы там не покажем супер много достопримечательностей, но вы, так скажем, с нами погуляете по этим городам. Ну что ж, давайте мы с вами отправимся в наше путешествие, в нашу небольшую прогулку. Как мы можем увидеть, в Хельсинки мы приехали уже затемно, но это был ноябрь месяц, то есть на самом деле еще день был, не особо вечер, да, но было уже довольно темно. Мы остановились на ночь у друзей нашей семьи в городе Эспо, это, по сути, пригород Хельсинки. Вот. И после этого у нас получился, так скажем, марш-бросок, когда мы в течение одного дня побывали вот в этих самых 4 городах. Мы, да, из Хельсинки добрались в итоге к вечеру до Варшавы. Здесь не было какой-то определенной цели, просто так получилось. Сегодня 28 ноября, сейчас 8 утра. Мы в Эспо находимся. Все едут на работу, а мы дальше.
И вот мы в Турку. Все тот же день. Сейчас 11 часов утра. Час дня сейчас у нас по местному времени. И это уже Гданьск. Хороший аэропорт. А еще здесь есть вон там вот синие линии. Синей линией обозначено направление к автобусу. Туда, внутрь? А мы сейчас туда и пойдем. Сейчас 9 часов вечера. Все тот же самый 28 ноября, и мы уже в Варшаве. Сейчас поедем на метро. О, там трамвай подъехал какой-то. Вот сейчас посмотрим. Пойдем на метро к нашей квартире на время. Еще на один. Ох ты, красненький. Заходим? А? Заходим. Это центр. Мы в центре Варшавы. Метро называется Ратуш Арсенал. Где-то вот в ту сторону наш дом будет. Едем на 6-й этаж. Смотрим, что у нас тут. Сейчас вот. Круто. Да, классно. Шикарно. Смотри. Это наш вид из окна. Лохмотья. И в Польше очень много церквей. Из окна сейчас считаем. Раз. 2, 3, вот там вот видим, вот птички летают. Потом 4. И вот там вот еще слева, сейчас от башни дальше 5 и 6 сразу видно, да? Вот, это наш вид из окна такой хороший. Дом водки? Да, где-то здесь дом водки находится. Что?
Такая. Вокзал здесь довольно необычный. Наш поезд подходит. Пойдем. Модлин. Модлин. Ну что ж, вот таким образом мы пропутешествовали эти две страны, отправились в Париж на самолете, и в следующем видео мы с вами как раз-таки погуляем по Парижу. Мы его вот отдельно видео вынесли, потому что там фактически материалов столько же, что и вот на это видео нашлось. Вот. Еще раз отмечу, что да, нам Польша, безусловно, очень понравилась. Может быть, мы, конечно, далеко не все увидели, мы довольно быстро там проездили. Также отмечу, что те места, которые вот на видео были, отмечу на карте, и карту вы можете найти вот внизу в описании к видео. Все-таки географ, я очень люблю карты составлять. Там точками или, может, даже маршрутом, посмотрим, как я это сделаю, все найдете. Надеюсь, вам понравилось. Можете подписываться. Буду очень благодарен. Вот, всем спасибо, всем пока.